Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня я продолжаю делать видео про дрезденскую тарелку, но в этот раз у меня будет с острыми лепестками. Делается совершенно точно так же. Я в прошлом видео для круглых лепестков показывала и рассказывала, как делать выкройку, но здесь вот коротко прям показываю еще разочек. С объяснениями, с подробными можете ознакомиться в предыдущем видео, где про круглые лепесточки. Бумажный шаблон – это то, что у меня должно получиться в результате после сшивания всех швов. А я еще делаю картонный шаблон для того, чтобы вырезать детали из ткани с учетом припусков. Дальше я этот шаблон беру и вот из ткани я сшила из полосок ткани заготовочку себе. Секрет здесь какой у меня? Я сначала в одну сторону прошивала с шагом 4 миллиметра и потом в обратную с шагом 2 миллиметра, чтобы у меня при разрезании эти шовчики не распарывались. Есть специальные линейки такие вот для дрезденских тарелок, но вот у меня нет, поэтому у меня из картоночки. Я аккуратненько режу вдоль картонки, стараюсь ее поменьше задевать. Можно, конечно, линейкой отметить, потом резать. Вот, и у меня получаются такие заготовки, ну, практически безотходные, потому что я вот так вот перекладываю. Сейчас я покажу разницу между лепестками, которая получается. Вот смотрите, они получаются у меня один, вот эта вот светлая полоска чуть повыше, в другом пониже. Ну и вот здесь вот они как бы отзеркаливают друг друга. Ну посмотрим, попробуем, посмотрим, что получится. И таких я нарезаю 16 штук. Вот у меня получилось 8 таких, 8 таких. Как мы будем делать острые уголочки? Вот так вот складываю и прошиваю. Ну, с тем припуском, с которым я обычно пришиваю, и вы также с каким обычно пришиваете, с тем пришиваете. Вот так. Сложить пополам надо ровненько, краешек к краешку, уголочек к уголочку, поэтому я, прежде чем прошивать, сначала проглаживаю их, чтобы вот это положение закрепить и уже при шитье не отвлекаться. Я шила, не обрывая нитки, у меня вот такая гирлянда получилась. В начале и в конце каждой строчки я делала закрепочки, и припуск я делала на ширину лапки. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем каждый свой лепесточек, и вот в этом уголочке, где сгиб, срезаем часть припуска, чтобы у нас лучше выворачивалось. И после этого, ну, мы сначала на всех это сделаем, после этого аккуратненько вот здесь вот расправляем. И аккуратненько вот так вот выворачиваем. Чем-нибудь остреньким мы расправляем уголок, чтобы он у нас был остренький. И смотрите, вот этот вот шов, он должен идти ровно посерединке. И я когда заглаживала пополам, да, у меня эта линия серединки появилась. После того, как мы все это дело выровняли, здесь угол получается 90 градусов. И при этом нам надо, чтобы вот серединка этого шва шла посередине. Мы его вот так вот настраиваем, расправляем. И есть такие шаблоны специальные, благодаря которым можно прям сразу же и разгладить в таком положении. Можно, в принципе, для этих целей использовать картон. Или вот я просто лист А4 сложила в четверо и заглаживаю в таком положении. Вот у меня шов и продолжается вот этот сгиб. Все, у нас острый уголок получился. Делаем то же самое на всех остальных лепестках. После того, как подготовили все лепестки, мы уже, в принципе, можем их сшивать начинать. Вот. Складывать попарно, сшивать, потом пары сшивать. Но я хочу показать вам еще один вариант. Можно ведь сделать и вот эти внутренние тоже уголки острыми. Тоже точно так же складываем пополам, прострачиваем здесь, обрезаем
припуск и выворачиваем. И я хочу сделать так. Тогда у меня верхние и нижние уголки все будут закрыты. Останется закрыть только боковые стороны, но это вот просто при сшивании получится. И тогда мне не нужно кругом вот закрывать. Видите, у меня какое здесь огромное отверстие получается. Из-за того, что я 7 сантиметров кончик обрезала у шаблона. Поэтому я хочу сделать остренькие уголки, а в центре уже можно, там от вашей фантазии зависит, что вы будете делать. А сейчас все те же самые манипуляции делаю с нижними уголками. Я сделала нижние уголки остренькими. И теперь попарно буду их сшивать. Ну, совмещаю уголочки, строчу. И так все следующие. Сначала парами пришиваю, потом пары между собой. Понятный процесс. Я сшила между собой все лепестки моей дрезденской тарелки и теперь прикалываю ее к основе, к которой буду пришивать. Я буду прикалывать и верхние уголки, и нижние, чтобы все это у меня держалось хорошо и крепко. Пришивать буду простой прямой строчкой. Просто обычный. Сначала верхние лепестки вот так пришью, потом нижние. Я буду пришивать с шагом стежка, длина стежка 2 миллиметра, потому что здесь маленькие расстояния, чтобы не разогнаться очень сильно. Вот. И я сделала уже кружочек в центр. Еще я не вытащила бумажку. Здесь у меня будет кружочек. Тоже его пришью прямой строчкой. И вернусь к вам, когда все будет готово. Ну все, я пришила свою дрезденскую тарелку. У меня готова еще одна наволочка. Прошлая была вот с круглыми лепестками. Теперь вот такая. И вот здесь вот я сделала просто с однотонными лепестками, но зато с какой неземной красотой в середине. С блестящей. Я на теннисный стол их выложила фотографироваться. Я же на даче. Мне все нравится. Для дачи отличный вариант. Вот это вот, по-моему, и не только для дачи. И вот такую можно сделать для домашнего интерьера. Самую первую я сделала вот с блестяшкой внутри, а вот потом уже снимала для вас с круглыми лепестками и следующую вот с острыми лепестками разноцветными. Мне показалось, с острыми краешками легче делать. Это мои первые дрезденские тарелки. Мне очень понравился этот лоскутный блок. Если вам тоже все понравилось, то не забудьте поставить лайк. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны на мой канал. И, конечно, большое спасибо всем, кто досмотрел до самого конца.